рамках задачи переработки отработавшего ядерного топлива мы работаем прежде всего с парой америций-кюрий. Туда же подключены редкоземельные элементы. В качестве основного редкоземельного элемента мы используем Европий, потому что у него есть очень удобный изотоп радиоактивный Европе-152, его мы используем в исследованиях. Мы работаем над выделением технеция, а также над групповым выделением актинидов, таких как уран, плутоний и нептуний. Сейчас наши основные усилия сосредоточены все-таки на разделении довольно сложной пары америция и кюри. Сложность заключается в том, что два этих элемента, они действительно как братья-близнецы по химическим свойствам, потому что они находятся, во-первых, в соседних клетках периодической таблицы Менделеева, у них устойчивая одинаковая степень окисления, плюс 3, и в целом по своим свойствам, по химическим, они очень трудно разделимы. Если, например, редкоземельные элементы, они находятся на период выше и все-таки по своим свойствам отличаются немного от америция и кюрия, и, скажем так, их научились отделять от америция и кюрия, редкоземельные элементы, то вот разделить пару америций-кюрия — это до сих пор очень сложная задача. Есть разные подходы, как это сделать. Мы пошли по пути создания высокоселективного экстрагента, то есть такое вещество, которое забирало бы один элемент, например, америций, в органическую фазу, а кюрий бы оставался в водной фазе. И мы достигли успеха на этом пути, и сейчас, грубо говоря, проводятся технологические испытания нашего экстрагента с целью уже создания технологии, потому что лабораторные испытания — это все-таки очень ограниченные по информативности. Очень большая проблема масштабирования всегда технологий, когда мы переходим от пробирок к крупному производству, к крупной переработке. Это связано, например, с такими эффектами, как старение или деградация экстрагента в процессе работы. Ведь в лаборатории мы проводим эксперименты довольно быстро, проэкстрагировали, отделили, это минуты, ну, может быть, часы. А в технологии, в реальной, экстрагент работает днями, месяцами. И за это время он может разваливаться, как мы говорим, или деградировать, изменяться, и это будет ухудшать технологический процесс. Вот насколько он деградирует, насколько быстро, что делать, как его регенерировать, этот экстрагент. Вот над этими вопросами сейчас мы работаем, то есть над такими уже технологическими вопросами. Но в целом я бы сказал, что задача разделения америция и кюрия на сегодняшний день, ну, если не решена, то близка к решению. Проблема технеция чуть более сложная. Сам по себе элемент существует в водных растворах зачастую в анионной форме, и здесь мы сталкиваемся с проблемами, но я уверен, что в течение нескольких месяцев мы найдем наиболее эффективный способ его выделения. Но хочу еще раз отметить, что разработка этих методов выделения, разработка экстракционных систем — это задача сложная и решается не одной группой радиохимиков. Здесь мы работаем большим коллективом. Это и коллеги специалисты в органической химии, и коллеги эксперты в расчетной химии, и мы как радиохимики, и привлекаем помощи экспертов из аналитической химии. В общем, любое исследование современное — это всегда, скажем так, сборище специалистов из разных областей химии, а зачастую не только химии. Там и химия, и физика, и математика. Поэтому любые задачи, которые сегодня решаются, особенно такие крупные технологические, это всегда обязательно коллектив из разных специалистов.